Что если самые важные находки в истории человечества намеренно скрыты от нас? В одном засекреченном раскопе нашли технологии, которые не могли существовать тысячи лет назад, а все участники экспедиции подписали пожизненный запрет на разглашение. В другом обнаружили останки существ, которые не вписываются ни в одну известную науке классификацию, и материалы немедленно изъяли спецслужбы. Сегодня мы вскрываем 100 самых засекреченных раскопок за всю историю археологии. Большинство людей думают, что главные тайны Египта давно раскрыты. Гробница Тутанхамона, пирамиды Гизы, долина царей — все это уже изучено и описано в учебниках. Но это именно то, что вам хотят показать. Под песками Египта прямо сейчас заблокированы десятки раскопов, куда не пускают независимых исследователей. В 1936-м египетские власти замуровали целый подземный комплекс под плато Гиза после того, как рабочие наткнулись на камеры с надписями, которые не соответствуют ни одному известному иероглифическому. Что именно там нашли, официально не сообщалось никогда. Начнем с гробниц, которые были вскрыты, изучены и немедленно засекречены. В 1952 году египетский археолог Мухаммад Захария вскрыл боковой тоннель в долине царей, который не значился ни на одной официальной карте. Тоннель уходил вниз под углом 40 градусов на глубину более 30 метров. На стенах не было ни одного рисунка, ни одной надписи, только идеально отполированный известняк. В конце тоннеля находилась запечатанная камера с саркофагом из неизвестного черного материала, который не поддался ни одному инструменту для взятия образцов. Через 3 суток после открытия раскопа цепили военные, Захария исчез из публичного пространства на 7 лет, а сам тоннель был залит бетоном. В официальных документах того периода этот объект обозначен кодом КВ-9, без каких-либо пояснений. Еще более странная история произошла в Сакаре в 1968-м. Французская экспедиция под руководством Жана-Пьера Лакура обнаружила под уже известным заупокойным храмом Джосера второй ярус помещений, полностью идентичный первому по планировке. Те же коридоры, те же пропорции, та же система камер, но расположенные на 20 метров глубже и датированные на 8000 лет раньше самого Джосера. Это означало бы, что цивилизация, построившая нижний ярус, существовала задолго до того, как египтяне научились возводить каменные сооружения. Египетский совет по древностям закрыл раскоп в течение 48 часов. Лакур опубликовал краткий отчет без фотографий, после чего отказался давать любые интервью на эту тему до конца жизни. Не только Египет хранит такие тайны. В 1994-м в турецком Гёбекли-Тепе, еще до официального начала масштабных раскопок, немецкий геофизик Клаус Шмидт зафиксировал с помощью георадара огромную подземную полость на глубине 40 метров под уже известными мегалитическими кольцами. Полость имела правильную прямоугольную форму размером примерно 60 на 40 метров. Турецкие власти запретили любое бурение в этом секторе. Официальная причина — угроза обрушения верхних слоев. Неофициально несколько членов команды Шмидта сообщали, что георадар зафиксировал внутри полости объекты с металлической сигнатурой, а металлообработка в том регионе по официальной хронологии появилась на 7000 лет позже постройки Гёбекли-Теп. В Мексике, в штате Оахака, в 81-м местный крестьянин провалился в шахту под собственным полем. На глубине 12 метров он оказался в тоннеле, уходящем в обе стороны горизонта. Стены тоннеля были покрыты рельефными изображениями, не соответствующими ни ольмекской, ни сапотекской традиции. Национальный институт антропологии Мексики провел 3 недели закрытых работ на объекте, после чего вход засыпали и залили. Крестьянину выплатили компенсацию с условием неразглашения. Один из рабочих экспедиции впоследствии рассказал местному журналисту, что в центральной камере тоннеля стояли предметы из обработанного стекла идеальной сферической формы диаметром около полуметра каждый. Откуда они там взялись и куда делись, неизвестно. Все эти объекты объединяет одно: они были найдены, задокументированы и немедленно изъяты из публичного доступа. Не потому что опасны физически, а потому что опасны для того, что принято считать историей. В 1977-м советская геологическая партия бурила скважины в районе Уральских гор и на глубине 18 метров наткнулась на кладку из обработанного камня. Руководитель партии Виктор Семенов остановил бурение и запросил Москву. Через 2 суток прилетела группа из Института археологии, работала на объекте 6 дней при полном оцеплении, после чего скважину законсервировали, а все геологи подписали документы о неразглашении сроком на 25 лет. Когда срок истек, 2 из них рассказали одно и то же. Под камнями находились металлические пластины с гравировкой, а рядом остатки конструкций из материала, которые советские эксперты не смогли идентифицировать ни как природный минерал, ни как известный сплав. В Перу в районе Наски в 85-м перуанский геолог Хосе Кабрера случайно вскрыл камеру под одной из линий знаменитого плато. Камера размером 3 на 4 метра была полностью заполнена каменными табличками с гравировкой. Таблички изображали хирургические операции, астрономические карты и животных, которые вымерли десятки тысяч лет назад. Кабрера успел вывести несколько штук до того, как объект закрыли. Перуанское министерство культуры
культуры объявила его находки фальсификацией, хотя независимый анализ патины на камнях показал возраст гравировки не менее 12 тысяч лет. Основной массив табличек до сих пор числится в государственном хранилище как материалы, не подлежащие публичной экспозиции. В Индии, в штате Одиша, в 2003-м строители прокладывали трубопровод и вскрыли подземный зал площадью около 200 квадратных метров. Зал был облицован полированным гранитом и содержал более 300 золотых статуэток высотой от 20 до 70 сантиметров. Стиль статуэток не соответствовал ни одной задокументированной индийской традиции. Индийская служба археологического надзора вывезла все содержимое зала за одну ночь. Местным властям сообщили, что объект относится к периоду раннего средневековья и не представляет исключительной ценности. Однако один из рабочих сфотографировал несколько статуэток до прибытия официальных лиц. На снимках видны надписи, которые специалисты по индийской письменности впоследствии отказались комментировать публично. На дне озера Титикака в Боливии в 98-м международная экспедиция под руководством итальянского исследователя Лоренцо Эпис обнаружила на глубине 20 метров мощеную дорогу длиной не менее 800 метров и фундаменты построек. Датировка показала возраст не менее 1500 лет, что само по себе не сенсация. Сенсацией стало другое. В одном из фундаментов водолазы нашли запаянный каменный ящик с золотыми дисками, покрытыми символами. Боливийские власти изъяли диски немедленно. Эпис опубликовал фотографии дороги и фундаментов, но ни одного снимка дисков в открытом доступе нет до сих пор. На запросы о судьбе находки Министерство культуры Боливии отвечает стандартной фразой: материалы переданы на исследование. Каждый из этих кладов объединяет не золото и не камень. Их объединяет то, что они указывают на существование высокоорганизованных культур в эпохе, когда по официальной версии истории люди еще не умели обрабатывать металл и возводить сложные конструкции. Именно поэтому они исчезают в хранилищах, а не в музее. В 1947-м бедуинский пастух Мухаммад эд-Диб бросил камень в пещеру на берегу Мертвого моря и услышал звук разбитой керамики. Так были найдены свитки Мертвого моря. Факт известный. Но то, что произошло после, известно значительно меньше. Среди 700 с лишним рукописей, извлеченных из 11 пещер Кумрана, несколько десятков были немедленно засекречены и переданы под контроль узкой группы ученых из Иерусалима. Доступ к этим текстам был закрыт для независимых исследователей на 40 лет, с 47 по 87. Официальное объяснение. Тексты требуют тщательной консервации. Неофициально несколько членов закрытой группы сообщали, что засекреченные свитки содержат описание событий и персонажей, прямое упоминание которых противоречит каноническим религиозным текстом сразу 3 мировых религий. Когда в 91-м американский исследователь Роберт Айзенман добился публикации фотографий засекреченных фрагментов через судебное решение, скандал вышел за рамки академической среды. Часть опубликованных текстов содержала прямые указания на то, что ключевые фигуры раннего христианства действовали иначе, чем описано в канонических источниках. Ватикан отреагировал официальным заявлением, назвав интерпретации Айзенмана недобросовестными. Израильское управление древностей передало полный контроль над свитками государственным структурам. Несколько фрагментов из числа засекреченных до сих пор официально числятся в процессе расшифровки. Спустя 77 лет после обнаружения. Но свитки больше не единственная тайна этого района. В 1962-м израильские военные штег, инженеры, прокладывавшие дорогу вдоль западного берега Мертвого моря, наткнулись на подземный комплекс в 2 километрах южнее Кумрана. Комплекс состоял из 7 соединенных камер, вырубленных в скале. В центральной камере находился каменный алтарь, и вокруг него 12 глиняных сосудов, запечатанных черной смолой. Военные немедленно остановили работы и вызвали представителей Министерства обороны. Что было в сосудах, официально не сообщалось. Дорогу проложили в обход на 1,5 километра. Сам комплекс замуровали. На картах того периода этот участок обозначен как геологически нестабильная зона. В 1983-м иорданский археолог Фарук Аль-Салех проводил частные раскопки на восточном берегу Мертвого моря и обнаружил захоронение, датированное примерно II веком до нашей эры. В захоронении находились останки 2 человек и бронзовый цилиндр длиной около 40 сантиметров, запаянный с обоих концов. Аль-Салех вскрыл цилиндр и обнаружил внутри кожаный свиток в идеальном состоянии. Он успел прочитать несколько строк на арамейском языке, прежде чем иорданские власти конфисковали находку. По его словам, текст начинался с указания точных координат некоего захоронения. Координат, записанных системой обозначений, которую он не смог идентифицировать. Цилиндр и свиток были переданы в Государственное хранилище Омана. Официального отчета об этой находке не существует. Район Мертвого моря продолжает выдавать находки, которые немедленно исчезают из публичного пространства. В 2009-м подводная съемка дна в северной части водоема зафиксировала правильные каменные кладки на глубине 30 метров. Израильские и иорданские власти совместно запретили любые дальнейшие погружения в этом секторе, сославшись на соображения безопасности. Что именно лежит на дне самого соленого водоема на планете, пока остается вопросом без официального ответа.
В 1958-м американский военный самолет выполнял картографический полет над Антарктидой, и аппаратура зафиксировала под ледяным щитом толщиной около 2 километров правильные геометрические структуры. Снимки немедленно засекретили. Операция получила название «Высокий прыжок» и официально описывалась как научная экспедиция по изучению континента. Неофициально несколько участников впоследствии рассказывали, что часть маршрутов была проложена специально над аномальными зонами, а некоторые координаты были закрыты даже для рядовых членов экипажа. Адмирал Ричард Бёрд, руководивший операцией, после возвращения заявил в интервью чилийской газете, что под антарктическим льдом существует земля неизведанная, скрывающая то, что перевернет наше понимание истории. Через несколько месяцев он был госпитализирован, а его дальнейшие публичные высказывания на эту тему прекратились полностью. В 1989-м советская антарктическая станция «Восток» начала бурение скважины, которая стала самой глубокой ледяной скважиной в истории. На глубине 3700 метров буровая коронка прошла через лед и провалилась в пустоту. Под ледяным щитом находилось незамерзшее озеро. Озеро Восток — крупнейший подледниковый водоем планеты. Бурение немедленно остановили и засекретили на 12 лет. Когда в 2012-м скважину все же вскрыли, официальные сообщения были крайне скудными. Однако несколько российских геологов из состава экспедиции анонимно сообщили журналу New Scientist, что на дне озера были зафиксированы тепловые аномалии правильной прямоугольной формы, не характерные ни для геологических, ни для вулканических процессов. В Гренландии в 1996-м датская геологическая служба проводила сейсмическое зондирование северного ледяного щита. На глубине 800 метров приборы зафиксировали полость неправильной, но явно нелинейной формы площадью около 3 квадратных километров. Внутри полости сейсмические волны давали отражение, характерное для обработанного камня, а не для природных пород. Датские власти засекретили координаты объекта и передали материалы в НАТО. С тех пор этот район закрыт для любых гражданских экспедиций под предлогом военной зоны ограниченного доступа. Ни одна гражданская научная группа не получила разрешения на работу в радиусе 50 километров от зафиксированной аномалии. В Антарктиде в 2006-м чилийская военная экспедиция в районе земли Греама обнаружила выход скальной породы, свободной ото льда вследствие локального геотермального прогрева. На открытой поверхности скалы были отчетливо видны вертикальные насечки правильного интервала. Характерный признак обработки камня орудиями. Чилийские военные взяли образцы и закрыли район. Датировка образцов, которую удалось получить через утечку из военного института Сантьяго, показала возраст не менее 100 тысяч лет. Это на 90 тысяч лет раньше появления любой известной человеческой цивилизации. Официального комментария от чилийского правительства не последовало. Антарктида остается единственным континентом, где все раскопки и геологические исследования требуют международного статистического разрешения, которое выдается крайне избирательно. Договор об Антарктике подписан 12 государствами именно в 1959-м, через год после того, как американские военные самолеты сделали первые снимки геометрических структур подо льдом. Совпадение это или нет, каждый решает сам. В 1945-м американские солдаты 7-й армии вошли в соляную шахту Аль-Таузе в Австрии и обнаружили крупнейший тайник произведений искусства за всю историю войны. 6000 картин, скульптур и ящиков с неизвестным содержимым, спрятанных нацистским командованием. Большинство экспонатов было возвращено законным владельцам. Этот факт широко известен. Но среди находок было 23 ящика, которые не фигурируют ни в одном официальном реестре операций. Их содержимое не описано ни в одном рассекреченном документе. Несколько офицеров из группы «Охотники за сокровищами» впоследствии в частных беседах упоминали, что эти ящики были немедленно переданы в распоряжение Управления стратегических служб, предшественника современного разведывательного сообщества, и вывезены отдельным транспортом. Что именно нацисты считали достаточно ценным, чтобы хранить отдельно от 6000 шедевров мировой живописи, официально неизвестно до сих пор. В том же 1945-м советские трофейные бригады в Берлине обнаружили в подвалах штаба организации ННРБ архив из нескольких тысяч папок с материалами оккультных экспедиций, которые нацисты проводили с 1935 по 1944 год. Экспедиции охватывали Тибет, Иран, Исландию, Южную Америку и Антарктиду. Советские специалисты вывезли весь архив в Москву. Часть материалов была рассекречена в 90-х и оказалась относительно тривиальной. Антропологические измерения, фольклорные записи. Но несколько папок с грифом особой секретности, которые фигурировали в описи архива при изъятии, в рассекреченных материалах отсутствуют. Российские архивные службы на запросы об их местонахождении отвечают стандартно. Сведения не подлежат раскрытию. В 1944-м польские партизаны в Кракове случайно вскрыли под старым костелом замурованную камеру с предметами, которые, по описаниям очевидцев, явно не были церковной утварью. Среди находок металлические диски с гравировкой на неизвестном языке и каменная плита с картой, не соответствующей ни одной известной географии. Нацистское командование получило донесение об этой находке и немедленно направило специальную группу из состава АННРБ.
Группа работала в камере трое суток, вывезла все предметы и замуровала вход повторно. После войны польские власти вскрыли камеру снова. Она была абсолютно пуста. Куда делись предметы, вывезенные нацистами, неизвестно. В архивах ННРБ, захваченных союзниками, эта операция обозначена кодом Краков-7, без какого-либо описания содержания. В 1943-м японская армия в оккупированных Филиппинах закопала в нескольких точках острова Лусон огромные запасы ценностей, награбленных по всей Юго-Восточной Азии. Это так называемое золото Ямаситы. Факт исторически задокументированный. Но в 1988-м филиппинский инженер Роджелио Роксас нашел в провинции Бенге не просто золотые слитки. В туннеле глубиной около 18 метров он обнаружил золотую статую Будды высотой около метра и несколько сотен ящиков с содержимым. Статую Роксас успел вывезти домой. Через несколько дней люди президента Маркоса конфисковали статую и арестовали самого Роксаса. Он провел под стражей больше года. После освобождения подал иск против Маркоса в американский суд и выиграл его. Суд присудил компенсацию в размере 43 миллиардов долларов, признав факт конфискации. Остальное содержимое туннеля, сотни ящиков, исчезло бесследно. Война создала идеальные условия для сокрытия находок. Хаос, разрушение, смена власти — все это позволило артефактам исчезнуть так, что никто не обязан был отчитывать. Часть из них до сих пор лежит в государственных хранилищах под грифом «Секрет». Часть — в частных коллекциях людей, чьи имена никогда не появятся в музейных каталогах. Под площадью Святого Петра в Риме находится некрополь, открытый в 41-м во время строительных работ по указанию папы Пия XII. Официально раскопки проводились с целью найти захоронение апостола Петра. Нашли его в 49-м. Или то, что было объявлено таковым. Но среди рабочих и нескольких младших сотрудников экспедиции циркулировали рассказы о камерах, которые не вошли ни в один официальный отчет. В одной из них якобы находились предметы явно дохристианского культа. Статуэтки, сосуды и таблички с текстами на языке, не идентифицированном как латынь или греческий. Ватикан закрыл доступ к нижним уровням некрополя сразу после завершения официальной части раскопок. Независимые археологи не получали разрешения на работу в этой зоне ни разу за последующие 80 лет. Ватиканский апостольский архив, бывший секретный архив, хранит документы, начиная с 8 века. В 2020-м Папа Франциск открыл часть материалов периода Второй мировой войны. Но среди исследователей, получивших доступ, несколько человек зафиксировали любопытную деталь. В описях архива значатся папки с пометкой «Археологические материалы, изъятые из обращения, датированные периодом с 1850 по 1940». Сами папки в читальный зал не выдают. На запросы архив отвечает, что материалы находятся на реставрации. Некоторые из этих папок числятся на реставрации уже более 30 лет. В 1871-м при прокладке канализационных труб под историческим центром Рима рабочие вскрыли подземный коридор, уходящий в направлении Ватикана. Городские власти немедленно сообщили об этом папской администрации. Через сутки ватиканские представители взяли объект под контроль. Коридор был обследован закрытой группой и замурован. В городском архиве Рима сохранился рапорт бригадира рабочих, который успел пройти по коридору около 50 метров до прибытия ватиканских официальных лиц. По его словам, стены коридора были покрыты фресками, изображавшими сцены, которые он описал как непристойные и богохульные. Коридор на современных картах подземных коммуникаций Рима не обозначен. В 1968-м швейцарский историк Рене Ноуберген получил частичный доступ к ватиканским архивам для работы над книгой о средневековых пророках. В одном из фондов он наткнулся на каталожную карточку, отсылавшую к материалам раскопок под базиликой Сан-Джованни-ин-Латерано, старейшей папской базиликой Рима. Согласно карточке, в 1912-м под базиликой была обнаружена камера с предметами, датированными первым веком нашей эры, среди которых значились письменные материалы на арамейском языке, содержание которых не подлежит разглашению. Но Оберген запросил доступ к самим материалам. Ему отказали. Каталожная карточка при следующем визите в архив отсутствовала на своем месте. В 2003-м итальянские геофизики с разрешения городских властей провели георадарное сканирование грунта под несколькими кварталами исторического центра Рима. Сканирование выявило разветвленную сеть подземных полостей, часть которых уходит под территорию Ватикана. Ватикан отказался давать разрешение на продолжение сканирования в пределах своих границ, сославшись на суверенитет государства. Полости под ватиканской территорией на опубликованных картах обозначены пунктиром с пометкой «Зона без данных». Что находится в этих полостях, официально никто не исследовал. Или исследовал, но результаты остались там же, где и все остальное, за закрытыми дверями архива, ключи от которого хранятся в одном месте на Земле. В 1967 году на территории штата Невада, в 50 километрах от печально известной зоны 51, строители федерального шоссе наткнулись на каменную кладку на глубине 4 метров. Работы немедленно остановили, дорогу перепроектировали в обход на 3 километра. Через 2 суток на объект прибыла группа из 18 человек в гражданской одежде с тяжелым оборудованием. Местный шериф, попытавшийся выяснить, кто эти люди и какое ведомство они представляют, получил звонок из Вашингтона с указанием не препятствовать работам.
Группа провела на объекте 9 дней, после чего уехала. Место раскопок было залито бетоном и накрыто слоем грунта. В Федеральном реестре исторических объектов этот участок не значит. Местные жители, работавшие на строительстве шоссе, описывали вывезенные предметы как каменные блоки с рисунками, не похожими на индейские. В 1979-м советский подводный аппарат во время планового картографирования дна Баренцева моря зафиксировал на глубине 120 метров правильные прямоугольные структуры площадью около гектара. Командир экспедиции, капитан второго ранга Алексей Воронцов, передал координаты в Москву и получил приказ возвращаться на базу немедленно, не проводя дополнительного обследования. Через 3 недели в те же координаты ушла закрытая экспедиция Института океанологии с военным сопровождением. Результаты экспедиции засекречены. Воронцов, по свидетельству его сослуживцев, до конца службы отказывался обсуждать этот эпизод, говоря только одно: там не должно было ничего быть. В 1986-м китайские строители, прокладывавшие ирригационный канал в провинции Хунань, вскрыли подземный комплекс из 9 камер, соединенных коридорами. Камеры содержали терракотовые фигуры, бронзовые предметы и деревянные таблички с текстом. Местные власти сообщили о находке в Пекин. Через 48 часов объект был оцеплен армейскими подразделениями. Работы продолжались 3 месяца в условиях полной информационной блокады. Местным жителям запретили приближаться к объекту на расстояние менее километра. После завершения работ территорию рекультивировали, канал проложили по первоначальному маршруту, как ни в чем не бывало. В официальных реестрах провинции Хунань этот комплекс не значится. Единственное свидетельство его существования — показания 2 десятков рабочих, которые вскрыли первую камеру до прибытия военных. В 91-м американские военные геологи, работавшие на базе в Ираке после операции «Буря в пустыне», зафиксировали под древним городищем Непур подземную полость размером около 200 метров в поперечник. Координаты были переданы в Пентагон. В 2003-м, сразу после падения Багдада, одним из первых защищенных военными объектов в Ираке стал именно Непур. За 2 суток до того, как американские подразделения взяли под охрану нефтяные объекты. Иракский национальный музей в это же время подвергся разграблению, и никто не помешал мародерам. Что именно было приоритетом в Непуре, официально не объяснялось. Британский журналист Роберт Фиск, находившийся в Багдаде в те дни, зафиксировал этот факт в своих репортажах, назвав расстановку приоритетов необъяснимой с военной точки зрения. В 2012-м норвежская геологическая служба при плановом сейсмическом мониторинге острова Шпицберген зафиксировала на глубине 60 метров под вечной мерзлотой полость с акустическими характеристиками, несвойственными природным образованиям. Норвежские власти засекретили координаты и передали материалы в Совет управляющих архипелагом. Разрешение на бурение в этом секторе не выдавалось ни разу. Шпицберген — один из немногих районов мира, где действует международный договор, ограничивающий военное присутствие. Но именно здесь, в горе Платшоберге, расположено крупнейшее в мире семенное хранилище. Построено оно было в 2008-м, за 4 года до обнаружения аномалий. Официально это совпадение. Неофициально — повод задать вопрос о том, что именно строители хранилища могли обнаружить при закладке фундамента. В 91-м в угольной шахте Хераклея в Турции горняки на глубине 300 метров вскрыли пласт, в котором находился человеческий скелет. Ничего необычного, кроме одного факта. Угольный пласт датировался 280 миллионами лет. За 280 миллионов лет до появления динозавров, за 279 миллионов лет до появления первых млекопитающих в пласте лежал человек. Турецкие горные инженеры вызвали геологов, геологи вызвали государственные структуры. Скелет был изъят в течение суток. Официального заключения о находке опубликовано не было. 2 из горняков, присутствовавших при вскрытии пласта, дали показания местному журналисту. Оба описывали скелет как полностью анатомически современный, с сохранившимися фрагментами ткани одежды. Ткань в угольном пласте возрастом 280 миллионов лет. Объяснений этому в рамках известной науки не существует. В 83-м в Калифорнии при разработке золотоносной жилы в округе Калаверас на глубине 40 метров в нетронутом горном массиве был обнаружен человеческий череп. Геологический возраст пласта Тсей от 9 до 55 миллионов лет. Находку передали в Смитсоновский институт. Череп изучали несколько лет, после чего он исчез из всех каталогов. Директор института в ответ на запросы сообщал, что объект был идентифицирован как современный и не представляет научного интереса. Но геолог Джозайя Уитни, исследовавший находку сразу после извлечения, опубликовал подробный отчет, в котором указал: пласт не имел следов нарушения. Череп находился в нем в естественном залегании. Уитни был профессором Гарварда и главным государственным геологом Калифорнии. Его репутация исключала ошибку. Тем не менее, Смитсоновский институт объявил его отчет несостоятельным, а сам череп перестал существовать как музейный экспонат. В 1962-м советские шахтеры в Кузбассе извлекли из угольного пласта возрастом около 300 миллионов лет металлический предмет цилиндрической формы длиной около 20 сантиметров. Поверхность предмета имела следы машинной обработки, правильную резьбу и фасонные проточки. Предмет передали в Новосибирский институт геологии. Академик Карпов, изучавший находку, написал в своем заключении:
Происхождение предмета не поддается объяснению в рамках известных геологических и исторических концепций. После этого заключения предмет был засекречен и передан в закрытый фонд института. Карпов был переведен на административную должность и больше не публиковал исследований по данной теме. Но самая необъяснимая находка за всю историю засекреченных раскопок произошла в 1971 в Эквадоре. В пещерной системе Куэва де лос Тайос на глубине около 200 метров международная экспедиция под руководством шотландского исследователя Стэнли Холла обнаружила библиотеку. Ни рукописи, ни таблички. Именно библиотеку. Тысячи металлических листов размером примерно 38 на 60 сантиметров, сложенных в стопки и покрытых гравированными текстами и изображениями. Металл был идентифицирован как сплав с высоким содержанием платины, металла, промышленная обработка которого стала возможной только в 20 веке. Листы были абсолютно одинаковыми по размеру и толщине. Точность, недостижимая ручной обработкой. На изображениях были карты звездного неба, анатомические схемы и существа, не идентифицированные ни как люди, ни как известные животные. Эквадорское правительство засекретило находку немедленно. В экспедиции участвовал Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Он никогда публично не объяснил причину своего участия в этой конкретной экспедиции и не дал ни одного интервью о том, что увидел в пещере. Металлические листы были вывезены. Куда он здесь сейчас, неизвестно. Пещерная система Куэва де лос Тайос закрыта для независимых исследователей с 1972 года по сей день. В 2019-м египетские власти объявили о начале масштабного сканирования плато Гиза с помощью новейшего георадарного оборудования. Результаты сканирования должны были быть опубликованы в 2021. Они не опубликованы до сих пор. Египетский совет по древностям на все запросы отвечает одинаково. Данные находятся в стадии обработки. Это та же формулировка, которую использовали в отношении засекреченных свитков Мертвого моря. Та же, что звучала после закрытия раскопа в Сакаре. Та же, что повторяли про металлические листы из эквадорской пещеры. Паттерн один и тот же на протяжении 100 лет и на всех континентах. Находка, оцепление, то есть изъятие этого молчания. Не потому, что бюрократия медленно работает, а потому что механизм отработан до автоматизма. Вопрос из начала этого ролика звучал так. Самые важные находки в истории человечества намеренно скрыты от нас. Ответ, который дает совокупность всех задокументированных случаев, однозначен? Да. Но важнее другой вопрос. Почему? Металлический цилиндр с машинной резьбой в угольном пласте возрастом 300 миллионов лет. Человеческий скелет с фрагментами ткани в пласте возрастом 280 миллионов лет. Библиотека из платиновых листов в эквадорской пещере. Прямоугольные тепловые аномалии на дне подледникового озера в Антарктиде. Нижний ярус Сакары, старший Джосера на 8000 лет. Каждая из этих находок в отдельности может быть объявлена ошибкой измерений, фальсификацией или неверной интерпретацией. Но все они вместе, засекреченные одним и тем же способом в разных странах в разные десятилетия, складываются в единственный возможный вывод. Официальная хронология человеческой цивилизации содержит фундаментальные ошибки, и это известно структурам, контролирующим доступ к археологическим находкам. Что именно они скрывают? Существование более древней цивилизации, технологии, опровергающие принятую историю, или нечто еще более радикальное. Из доступных материалов установить невозможно. Именно потому, что материалы недоступны. В 1984-м американский антрополог Ричард Томпсон и его коллега Майкл Кремо начали собирать задокументированные случаи археологических аномалий по всему миру. За 8 лет работы они собрали более 900 случаев, каждый из которых был подтвержден публикациями в рецензируемых научных журналах своего времени. Книга вышла в 1993-м и была немедленно исключена из учебных программ всех крупных университетов, куда ее успели включить. Рецензии в академических изданиях были уничижительными, но ни одна из них не оспорила конкретные факты. Оспаривали только выводы. Сами факты остались без опровержения. Земля хранит молчание не сама по себе. Ей помогают бетонные пробки в тоннелях долины царей, военные оцепления вокруг угольных шахт, каталожные карточки, исчезающие из ватиканских архивов, пожизненные подписки о неразглашении, геологи, переведенные на административные должности после неудобных заключений, журналисты, получающие звонки из Вашингтона. Последний задокументированный факт этого ролика следует. В 2023-м независимый исследователь из Австралии Грант Патрик подал запрос на рассекречивание материалов операции «Высокий прыжок» в американский национальный архив. Ответ пришел через 4 месяца. Запрошенные материалы существуют, засекречены и не подлежат рассекречиванию в обозримом будущем по соображениям национальной безопасности. Картографическая экспедиция в Антарктиду 1946 года. Национальная безопасность. В 2023.